Меня зовут Надежда Зейглиш. Я гештальт-терапевт, супервизор из Риги. И еще мое такое новое, то, что раньше было хобби, сейчас стало профессиональным занятием, я писатель. И вчера моя 9-я книжка для коллег, клуб счастливых гештальтистов, прошла модерацию, и вот жду тираж через месяц. Я думаю, что очень часто приходят люди тогда, когда видят, что все привычное, что работало, работать перестало, все, что было ясно, перестало быть ясным. И когда люди пробуют с этим кризисом справиться сами, своими привычными средствами, и если не получается, тогда люди ищут новую помощь. Тогда идут к психологам, к психотерапевтам, идут к гадалкам, к нумерологам, тарологам, астрологам. То есть человек в кризисе, он видит, что его ресурсов ему больше недостаточно. И он ищет помощь извне, что-то новое, свежее, чего раньше никогда не пробовал. И я думаю, это интуитивное желание получить и использовать на благо состояние между не там и не тут, оно есть, и оно реально для меня, как для профессионала, очень важно. Потому что люди чувствуют себя там особенным образом. Ну вот я приведу очень простой пример, который знаком каждому. Человек болен, грипп, простуда, какое-то температура высокая, кости ломит, голова болит, человеку плохо, он явно болен. И вот температура спала, уже как-то получше. Можно ли сказать, что человек здоров? Но он такой вяленький, слабенький, немножко пошатывает, но высокой температуры нет. И вот это есть то самое состояние между, да, если крайности — это здоров и болен. Ты болен? Нет. Ты здоров? Ну, я не могу сказать, что да. А вот я такой выздоравливающий. Вот. И когда человеку сложно ответить, ты здоров или ты болен, ну, я не больной, мне уже не так плохо, да. И вот эти состояния, когда трудно четко себя назвать, четко себя определить. Подростки. Ты взрослый или ты ребенок? Ну, где-то я уже, конечно, взрослый. Но иногда вот, мам, помоги, да. Не лезь в мою жизнь, я сам. Мама, дай денег, да. Подросток — это вот самое яркое такое описание человека между. Или человек закончил школу, он школьник? Нет. Он подал документы в ВУЗ, но не знает, он принят или нет. Ты школьник? Нет. Ты студент? Нет. Ты кто? И вот это лето между школой и вузом — это тоже состояние между. Но я сейчас описываю такие очень понятные, внятные состояния между, которые не сильно-то человека обычно мучают. И здесь стоило бы просто добавить немного понимания и бережности к себе, что, ну, можно не требовать от себя четкости, этой ясности, и позволить себе быть выздоравливающим, не впрыгивая сразу, не нагружая себя, как уже полностью здорового человека. Да? Вот, есть более сложные состояния между, которые не имеют социальных прописанных ролей, когда состояние между, когда ты переключаешься с одной знакомой, известной, понятной социальной роли на другую, ученик или студент.
Все знают, что такое ученик, все знают, что такое студент, но я немножко побуду между, и вот совсем скоро я стану студентом, да. А, но есть такие состояния между, которые социально не прописаны и не обозначены. Когда, скажем, я знал, как работать, вот как меня учили, а сейчас я чувствую, что меня перестало это устраивать. И я не изобрел еще новый подход, новый метод, свой новый стиль. Я не могу работать так, как меня учили уже, но я еще не могу четко, внятно себя предъявить обществу как автор нового метода. Меня не устраивает старое, у меня не сформировано новое. И вот это новое, оно мое авторское. И есть очень большая разница состояния между, если я нахожусь между социально понятными, внятными ролями, или мое состояние между личностно, уникально, моя собственная трансформация, и я становлюсь тем, кого не существует в этом мире, не существует названия, определения. И вот эта трансформация, она гораздо более сложная, потому что опор практически снаружи нет. Никто тебя не распознает. Ой, слушай, я же вижу, что ты вот уже этот, да? Вот скажем, как человек учится водить машину. Вот не умею, и у меня нет прав, да? И я иду на курсы, и инструктор может мне сказать: ой, я вижу в тебе водителя, я вижу, ты готова. Иди сдавай, получай права, садись за руль, все. То есть, когда есть такое понятие водитель, инструктор может в тебе этого водителя увидеть и сказать: ты водитель, иди. Когда этого конструкта нет, да, вот скажем, когда-то был психоанализ, а гештальт-терапии не было. И вот наш Фриц Перлс, основатель гештальт-терапии, его никто не мог увидеть и сказать: «О, Фриц, так ты же гештальт-терапевт!» Не было никаких гештальт-терапевтов, и направления такого не было. Он был маргинальный психоаналитик, неправильный психоаналитик, да, какой-то вот подозрительный психоаналитик, да, его там вот выкидывали как гадкого утенка из гнезда психоанализа, да, и вот найти, обнаружить в себе вот это новое и сказать, и думать, как же назвать, экзистенциальный анализ или что, или как, прийти к этому слову гештальт, гештальт-терапия, стать ее основателем, да, и потом вот теперь нам всем уже легко. Мы идем в Гештальт-институт, учимся, сдаем экзамен, сертифицируемся, хопаньки. И наши учителя говорят: «О, да ты гештальт-терапевт, добро пожаловать в наше сообщество». Но ведь эти изобретения того, чего нет, они продолжаются, и кому-то нужно, как вот когда-то Юнгу с его направлением аналитическим или Первозу с его гештальт-терапией, нам иногда тоже надо быть теми, кто находит в себе то, чего нет. И вот этот путь, эта трансформация, это между, это нераспознанность, когда твои коллеги начинают говорить: ты неправильно работаешь, ты дискредитируешь профессию, ты не соответствуешь требованиям, да. Вот это опасно, вот не ходите, ее метод нечистый, она не такой уж гештальт-терапевт, да. Вот эта трансформация, это состояние между, оно гораздо более сложно проживается, чем переход от одного знакомого социального статуса к другому. Мне нравится такой метафорический образ, может быть банальный, но работающий. Это образ превращения гусеницы в бабочку.
есть 3 стадии. Стадия гусеницы. Гусеница что делает? Она очень много ест. Она напитывается, да. И вот новизна, она не рождается на пустом месте. Надо очень многое читать, думать, изучать, пробовать, получать много опыта. Это вот когда ты напитываешься. Потом идет стадия куколки, когда контакт с внешним миром минимализирован. Куколка, она закукливается, и внутри что-то таинственное происходит. И вот мне кажется, что напитываться мы умеем, быть интересными, любознательными, читать, учиться, знать, да, вот. А вот стадия куколки — это еще один вариант того самого между, к которому люди могут быть не готовы. И если себе зафиксировать те особенности, которые характеризуют вот эту стадию, и просто принять их как нормальные, это может быть очень полезно. Ну, вы представляете, вот гусеница, она же не похожа на бабочку вообще. Как из гусеницы получается бабочка? Ну, вот гусеница в этом коконе растворяется буквально в протеиновый коктейль. И потом из этого коктейля формируется абсолютно новое тело, то, которое мы потом видим в виде бабочки. Поэтому вот эта вот неопределенность, вот эта вот коктейльность, это вот аморфность. Аморфность. Если морфология — это наука о форме, аморфность — отсутствие формы, бесформенность, неясность, размытость. Вот если принять это как очень полезный и важный этап, вот это вот превращение гусеницы в протеиновый коктейль, утрата прежней формы. И вот когда я понимаю, что я уже перестаю быть тем, кем я была раньше, мне не хочется, мне не важно, мне не интересно, затухает такая внешняя активность. Не хочется контактировать, не хочется предъявляться, не хочется делиться, не хочется рассказывать о том, что сейчас происходит. Человек затихает, изолируется. Вот это очень нормальные, естественные маркеры вот этого состояния куколки. Потому что человек, напитавшись, он это все сейчас как-то переваривает, трансформирует, разбирает на молекулы, чтобы пересобрать потом в новом качестве. Поэтому вот нежелание говорить о новом до определенной фазы, пока оно не сформировано. Это тоже нормально. И важно позволять себе вот эту тишину, эту молчаливость, эту уединенность, да, сокращение социальных контактов, сокращение активности, репрезентативности, да. Хорошо, если люди могут себе позволить это, и хорошо, если их это не пугает. И они опять-таки могут отличить вот эту фазу внутренней трансформации от той же самой депрессии, когда тоже сокращается желание контактировать с внешним миром, общаться, дружить, встречаться, проявляться и так далее. И вот это чуткое различие — это про что? Я сейчас затихаю, потому что во мне зреет что-то новое. Ну, может быть, вот для женской части аудитории будет понятно это ощущение во время беременности. Женщина тоже замедляется, да, как бы гнездышко вьет, уходит в ощущениях вовнутрь себя, как бы проживает вот эти вот шевеления ребеночка, сосредотачивается на этой внутренней своей жизни. И это такое светлое, умиротворенное уединение с собой и с той новой жизнью, которая зреет.
да. Вот если это светлая уединенность, вот это один оттенок. Если это одиночество, чувство изоляции, выкинутости, это другое. И очень важно доверять себе, своему творческому процессу, что это хорошо. И если человек наслаждается вот этим уединением, если его внимание сосредотачивается на том, что в нем сейчас зреет, а, то, в общем-то, это довольно может быть приятным процессом. Трудно становится тогда, когда вот эта куколка уже на пороге проявления, когда уже что-то сформировано, и для человека внутри оно уже реально. И вот близится этап, когда оболочка вот этой куколки рвется, и вот эта бабочка проявляется и становится видимой. И вот это очень сложный, очень напряженный, рискованный момент, а меня примут в новом качестве или нет. Те люди, от которых я ушла в прежнем качестве, я же сейчас появлюсь на глазах этих людей другой. Не всегда окружение радо изменениям. Ты какая-то не такая. Нам с тобой стало трудно. Что-то как-то не работает. Мы же хотели этих изменений. Окружение может и не хотеть. Да? И вот тут начинается очень такой, скажем, момент сложный избирательного предъявления себя. Если вот говорить про точки опоры, что сначала поддерживать себя в уединении, и потом, когда возникнет чувство, что хочется делиться, хочется показать, ну вот, пожалуйста, будьте очень бережны к себе и хорошенько подумайте, кому. Потому что вот эта встреча нарождающейся новой идентичности, которая может быть еще и не названа, не оформлена, не зафиксирована. Вот важно, чтобы эту новую идентичность встретили добрым взглядом, доброжелательно, да, чтобы не обрушилась критика. Критика полезна тогда, когда человек уже стабилизировался в этом новом, когда идет дошлифовка, да, когда идет вот такое уже дорабатывание, идет уже улучшение. А это вот очень такой, ну, уязвимый момент встречи с миром, когда ты предъявляешься в новом качестве. Поэтому доброе поддерживающее окружение, ну, критически важно вот в этих первых своих встречах, да, с новым. Самому важно понимать, что не надо спешить. Если начать расковыривать кокон, чтобы раньше увидеть бабочку, ничего хорошего из этого не выйдет, да. Вот, если окружение недоброжелательно, надо искать другое. А, Ну, мне кажется, что терапевт — это тот человек, в чьем присутствии можно безопасно проходить этот процесс трансформации, и как минимум одни доброжелательные глаза человеку гарантированы. А что я считаю еще лучше, чем индивидуальная терапия? Это, конечно же, терапевтическая группа. Да, потому что там есть люди, они не профессионалы, они не обучены, и это люди, которые объединены вот этой идеей. Мы тут все трансформируемся.
Мы все пришли в терапию ради новизны, ради изменений. И поддержка друг друга в группе, которая не только от профессионала, скажем, которому вот я плачу деньги, поэтому он меня поддерживает, а навык человеческой поддержки, встречи и совместного прохождения процесса трансформации, вот это очень важно. И если наше привычное окружение не заинтересовано в нашем росте, в наших изменениях, ну, тогда критически важно находить то окружение, которое поддержит. И окрепнув в группе, получив опыт поддержки и не только получение поддержки, люди крепнут, когда сами поддерживают других. В группе возможно оба действия, да, и окрепнув в группе, можно уже из более сильной, устойчивой, стабильной позиции влиять и трансформировать свое окружение, потому что любые отношения — это система. Изменился один элемент системы, изменится вся система. Вот, если вот прожить самый уязвимый такой сензитивный период вот с поддержкой групповой или индивидуальной терапии, то потом можно оказать серьезное влияние на своих близких. Вот. И не разрушиться, не пораниться, не сорвать свой процесс, да, а наоборот, усилить и трансформировать изменения в своем ближайшем окружении. Ведь жизнь, она устроена так, что мы непрерывно меняемся. И вот этот дополнительный ресурс, который придаст энергии и сдвинет с мертвой точки какие-то застрявшие процессы, один человек, позаботившись о себе, может стать агентом изменений своего ближайшего круга, а может и разрушить отношения, потому что терапия, она чревата. Если человек выбрал расти и меняться, получая поддержку, его окружение может быть жестко против. И поэтому иногда эти изменения, ну, они лишают человека привычного окружения. Ну, такой банальный пример: если человек решил бросить пить, вряд ли он продолжит дружить с теми, с кем он пил вместе. Он станет неугодным для них, неприятным, неподходящим. Ну, либо он вернется к алкоголю, либо лишится друзей. Бывает так. Но это вот такой яркий, очевидный пример. Бывают менее очевидные примеры. Я думаю, что это происходит очень-очень часто, когда процесс остановлен. Ну вот, скажем, банальный пример не из сферы терапии, зато наглядный. Человек начал строить дом, а потом у него кончились деньги. А стройка заморожена, законсервирована. Но к ней же можно вернуться. Или человек учил английский. Учил, плюнул, бросил, не доучил. Он же вернуться к нему может, когда будет мотивация, силы, ресурсы или вдохновляющий учитель. То есть любой процесс, который был остановлен, прерван, значит, на тот момент это был лучший выход. Люди берут академический отпуск, да, когда чувствуют, что сил, ресурсов, времени недостаточно. Останавливать, замораживать какие-то проекты, на которые не хватает сил, это абсолютно нормальное действие. И вот, ну, конечно, есть, скажем, такой миф, такой, я думаю, очень вредный. Его называют культура единственного шанса, что вот ты написал книгу, ты отправил в издательство, ты получил отказ, все, ты не писатель. Не пиши, не отправляй, не ищи ни других издательств, ни других книг, да, вот. Или ты подался на какой-то конкурс, не прошел, все, ставь на себе крест.
или была какая-то несчастная любовь, вы расстались. Ставь крест на личной жизни, ну все теперь, да. Вот, мне кажется, эта культура единственного шанса, она очень вредная, неполезная, не соответствует реальности, да, что заходов можно делать столько, сколько ты сможешь, сколько ты захочешь. Возвращаться, продолжать, приостанавливать, пробовать иначе, с новыми силами, с новыми ресурсами. Жизнь-то она длинная, и, ну, как бы у меня есть такое чувство, что даже нет. Чувство это неправильно. Я глубоко убеждена, что люди делают самое лучшее из того, что они могут. И незавершенный процесс, он не завершен, потому что тогда это был единственно возможный способ продвинуться так далеко, как вышло. Но здесь вот есть еще одна вещь. Как бы рассинхронизирование каких-то внешних статусов и внутреннего ощущения. А, Поэтому как бы доверие к тому, как я себя чувствую, и я вернусь к этому процессу, доведу его до конца тогда, когда я почувствую в себе эти силы. Ну вот пример с тем же самым вождением. Человек может сдать экзамен, он внешне для всех водитель, у него права есть, а внутренне он не чувствует себя водителем. Ему страшно, ему небезопасно, ему не хочется. Он кладет права на какую-то дальнюю полку и не садится за руль. Но если вдруг ему захочется вернуться к этому, он опять возьмет уроки вождения и дождется, когда созреет. И вот эта корочка «я водитель» совпадет с внутренним ощущением «я водитель». Значит, тогда он мог выполнить внешние критерии, но не хватило чего-то для внутреннего дозревания. Поэтому если что-то застряло, остановилось, не было доведено до конца, какой-то случился сбой, что-то не народилось новое, свежее, не было встречено, не было принято, потому что завершение процесса вот этой нашей трансформации это признание, встреча, это становление видимым и признанным в новом качестве. Да? Если вот этот цикл не был пройден до конца, то, в общем-то, неважно, на каком этапе случился сбой. Я себе не поверил. Или я себе поверил, но не смог предъявиться. Или поверил, предъявился, не был признан, не был встречен, был отвергнут, да? Вот любой из этих этапов можно фиксировать, где произошел сбой, понять, что произошло, вернуться к этому этапу, добрать ресурсов, которые необходимы для того, чтобы двигаться дальше и идти. Вот давайте отменим культуру единственного шанса, она вредная. Повторение какого-то сценария, повторение цикла с новыми участниками. Ну, классика жанра. Что-то мне стало скучно в семейной жизни. Наверное, мне нужна новая жена или новый муж. Да? То есть и потом заново пройти весь этот цикл. То есть человек не растет, не трансформируется, да, у него падает энергия, это значит, что то, как он себя реализовывал в этих отношениях, его перестало устраивать. И вместо того, чтобы идти дальше, да, человек скучает или вдруг ему очень нравится кто-то другой. Он бросает эти отношения, и с новым человеком он проходит весь этот цикл и останавливается ровно в той точке, в которой остановился в прошлый раз. И тогда ищет опять нового. Это такое хождение по кругу. Поэтому вот мне невкусно, мне неинтересно, ох, как тут вкусненько, как
интересненько. Если мы меняем партнеров, не меняя, свои действия, то это не рост и не трансформация, да. Поэтому вот этот вот фокус, заметить, а чего мне во мне не хватает, что куда я расту, куда я двигаюсь дальше, да. Вот, бывает у женщин, что они хотят еще одного ребенка не потому, что они хотят ребенка, а потому что, вот помните, я приводила аналогию на рождение чего-то нового, как вот период такого погружения в себя. Может быть, это не вот реально вот ребеночек мне нужен, это может быть новая я себе нужна. И если, ну как быть мамой, понятно, это старая, известная, отработанная социальная роль. И у меня хорошо получается быть мамой. То в какой-то момент может прийти ощущение, что я хочу еще одного ребенка, но это может быть не про ребенка. И вот сойти с привычного круга, да, как не менять партнеров, как не рожать очередного ребенка, когда, может быть, это просится какой-то новый проект, какая-то моя новая роль, какой-то мой новый навык, да. Вот, как выходить из этой зацикленности, это вот в этой паузе, умение брать паузу. Окей, хорошо, ну, у меня уже 3 брака было, мне идти в четвертый, или, может быть, в этот раз что-то сделать иначе? У меня уже 3 детей. Мне родить еще одного или, вот на свет просится что-то другое? Вот чтобы не сделать, как всегда, нужно уметь брать паузу. Нужно уметь не спешить делать, как мы знаем, как мы умеем. И вот здесь, мне кажется, очень важным становится распознавание своей тревоги, потому что тревога гонит человека быстро что-то делать. А быстро мы можем сделать то, что мы умеем делать. Новое, непонятное, неопределенное, которое только нарождается, которое сложно распознать, назвать и вообще что это. Оно не может быть быстрым. Поэтому навык распознавания и помощи себе в тревожности — это залог того, что я не буду бегать, как белка по заколдованному кругу, да, а я смогу двинуться дальше. Как сценарии соотносятся с тревогой, с повторением, с хождением по кругу? Ну, знаете как, сценарий, там есть 2 главных таких пункта. Первый — это кто я, а второй — что бывает с такими, как я, да? Если я вот такой, то с такими, как я, бывает вот так. Но мы с вами говорим про кризисы, про трансформацию. И кто я, вот если человек, перестал себя, узнавать, он понимает, что больше всегда нравилось, больше нет. И если человек, ну, будет пытаться по-новому ответить на вопрос: "А кто же я теперь?", то тогда: "А что же бывает с такими, как я теперь?" То есть этот вопрос "кто я", он ключевой. Сценарий и власть сценария — это тогда, когда человек не может, а, увидеть и заметить, что он-то уже изменился, да. Это страх изменений, страх обнаружить, что я уже другой. Потому что, скажем так, если человек думает, что, изменения, когда не так, как надо, когда не так, как принято, когда не так, как хорошо — это ошибка, и человек может только испортиться.
Если отойти от канона, образца, идеала, это значит стать плохим, неугодным, да, то изменение — это страшное зло. И вот тогда, если у человека такая базовая прошивка, что надо быть хорошим, как хорошим быть, мне уже объяснили. И если я перестану быть таким, как мне объяснили, я научился и согласился, то я каким стану? Плохим. То есть изменение — это зло. Тогда будет тотальная власть. В сценарии человек будет, зная, кто я, он будет знать, что бывает с такими, как я. Поэтому вот как бы изучать, что такое изменение, что такое жизнь, что такое рост, что застылость, неизменность, стагнация, ригидность — это все, в общем-то, не про жизнь, это антижизнь. И если, скажем, добавить оптимизма и вообще нормализовать, что все живое растет и развивается, и трансформируется, это закон жизни, да, и человек поверит в то, что он может меняться к лучшему, что изменение — это не значит испортиться. Изменение — это значит развиться, вырасти, удивить самого себя. Говорят, что удивился — значит изменился, да? Способность удивлять себя, обнаруживать в себе что-то новое. Мне кажется, что вот это одно из мощнейших антитревожных средств. Почему? Потому что обстоятельства жизни меняются. И то, как они начали меняться, вот начиная с нашего чудного 20-го ковидного года, да, то есть объем изменений нарастает просто с чудовищной скоростью. То есть жизнь меняется, обстоятельства изменяются. Это факт. Тогда либо я трансформируюсь, меняюсь, расту вместе с меняющимся миром, либо я цепляюсь за то, как было, стагнирую и разрушаюсь, да. То есть, ну, просто способность расти, трансформироваться и меняться, она, ну, как бы является главным требованием жизни. И тогда получается, тот, кто меняется, тот живет хорошо. И меняться — это великое благо, навык и вообще талант. Развивать в себе талант расти и меняться. Вот. Вот если так мы смотрим, то тогда, смотрите, тревога это, скажем, зафиксированность на том, что было. Это неверие, что я изменюсь, неверие, что будет лучше, будет же только хуже. Мы все теряем то, что было. У нас утраты, потери, жизнь ухудшается, да, и тогда нужно изо всех сил как можно дольше удерживать, сохранять то, что есть, да, и тогда жизнь-то меняется, а стратегия — удерживать. А удержать невозможно, отсюда тревога. Если мы стратегию на удержание меняем на стратегию «мы растем, трансформируемся, адаптируемся, изобретаем, находим, мы движемся вместе с жизнью, в потоке жизни, а не против течения», да, то тогда тревоги становятся меньше. И здесь самое главное это укреплять доверие к своей способности расти и трансформироваться, не утрачивая себя, ловить хороший, качественный баланс. Я — это все еще я, но уже другая. Чтобы радоваться своим изменениям, при этом не ужасаясь, а вообще кто это, да? Вот, потому что это такие крайности. Я такой человек, и все. Я не меняюсь. Вот принимайте меня таким, да. Или можно до того дотрансформироваться, до того, знаете, вот это для меня хороший образ этого баланса — это сустав.
Когда сустав жесткий, ригидный, трудно жить, трудно двигаться. Но бывает гипермобильность суставов, да, что-нибудь не так сделал, и ты уже получил вывих. Ну вот психика тоже бывает или ригидная, или гипермобильная, да. Гипермобильность – это вот такое, знаете, приспособленчество, это утрата себя, это когда люди перекрашиваются, переобуваются в воздухе до полной потери себя, своих ценностей. Э, Они смотрят в зеркало и видят то, что там должно быть по требованиям сегодняшнего дня. Да. Вот, поэтому, вот этот вот баланс, да, я меняюсь, но что-то остается моей сутью, да. Вот я гибкая, но я не гипермобильная. Я понимаю, я в контакте с меняющимся миром, но я сохраняю какую-то свою важную суть. Я узнаю еще себя во всех своих изменениях. Это новое, но все еще я, да. Вот этот баланс, мне кажется, он очень важен. Потому что люди, утрачивающие себя, они не тревожатся. Почему? Потому что они сливаются с требованием, с мейнстримом, с модой. А тревога – это реакция на разрыв, слияния, когда я отделяюсь, когда я ощущаю свою отдельность. И если человек умеет себя ценить, уважать и поддерживать, тогда, когда он ощущает себя целостным, а не растворившимся в чем-то, да, вот он способен жить гибко, сбалансированно, меняться и трансформироваться, да, вот, потому что утрата себя, когда мы с чем-то слились, когда мы едины с лозунгами, и мы громко орем эти лозунги, мы не тревожимся. Ну, это эффективный способ справиться с тревогой, но по-человечески он чреват. Такие вещи, что кризис, изменения, трансформация, они невозможны без внимания к себе, к своему, так как говорят, внутреннему миру и без внимания к социальному миру, к внешнему. Это вот путь гусеница, куколка, бабочка, да, вот этот этот процесс появления, предъявления себя миру, он очень важен, поэтому надо ценить, уважать свои процессы, утрату смысла, потерю интереса, желание нового, может быть, даже непонятно чего, да. Но очень также важно довести этот процесс до конца и найти свое комьюнити, найти свое сообщество, быть принятым, быть встреченным, разделить с кем-то то, что родилось, может быть, в уединении, да, потому что, ну, как бы мы делаем то, что переживается как хорошее. И вот невозможно без признания, без разделенности, без обретения своих до конца пережить как хорошее ни один свой кризис. Всегда будут те, которые будут не рады. Ну, ты изменилась с негативным оттенком. Всегда будут такие люди, да, но чтобы наша трансформация, она была завершена, нам жизненно необходимы люди, которые скажут: «О, как ты изменилась!» Слова те же, интонация другая. И если мы не найдем тех, кто будет рад тому, как мы изменились, наша трансформация не будет завершена. Поэтому вот в заключении нашей вот встречи и беседы на эту важную тему мне хочется сказать, что
Давайте мы с вами немножечко изменим представление об успехе и от одинокого карабкания на вершину горы, где успешный человек стоит один, потому что рядом с ним уже не осталось места, кому еще встать на этой вершине. Давайте мы заменим успех как то, что получилось, когда есть люди, которые этому рады. Настоящий успех — это когда то, что со мной происходит, радует других людей. Вот это тогда и залог нашей успешной трансформации, новизны, обновления, когда мы найдем тех, кто сможет этому порадоваться. И естественно, что в этом сообществе и мы будем тем человеком, который порадуется изменениям наших близких. Поэтому давайте вот принцип близости, свои наши близкие, может быть, рассматривать по вот этой способности. Мы можем порадоваться за другого, другие могут порадоваться за нас. Если могут, и если мы можем, то значит это близкие люди. А кто не может, ну, вряд ли они наши близкие.